Сколько себя помню, постоянно копировал какие-то картинки с каких-то детских сказок, иллюстраций, еще с чего-то. Потом уже в художественную школу меня отдали. Мы там ездили на пленэры, рисовали всякие пейзажи, в принципе. Короче, я был себе предоставлен, просто у меня был после школы такой вот досуг, где я могу делать все, что угодно. Все школьные годы я именно вот и экспериментировал. Я поступил в художественное училище, начал учиться, и параллельно мне как-то воздуха не хватало. Я смотрел, что, блин, что-то не так как-то. Потому что уже и Инстаграм, и интернет, и форумы. В общем, информации было много. Вот, и поэтому я просто видел, что есть там два мира, которые не соприкасаются с друг другом. Мне хотелось попасть именно в другой мир, не в мир вот этой академического болота. Я начал для себя писать какие-то большие работы, не думая о том, что там надо их как-то реализовать, там, или там купят их, не купят, или еще что-то. И получилось так, что на какие-то там совершенно фантасмагорические, сюрреалистические сюжеты за основу была взята советская монументальная живопись, на которой там учился. Вот. Получилось так, что все общее общение у меня прошло в онлайн-играх. Чаты, форумы — это, наверное, вот еще одна такая галочка, пунктик, по которому я вот пришел к тому, чем я занимаюсь. В студенческие годы, так как город был построен недавно и так далее, то архитектуры исторической нету. А ты, например, приходишь на историю искусств, там, например, даже какой-то древний храм России, которого ты сроду никогда не видел, потому что ты живешь в Западной Сибири. Наверное, почему я так могу все коллажировать, очень легко все сопоставлять на работах, потому что вот этот сам факт того, что нету оригинала под рукой, то есть, грубо говоря, античный храм для меня, он был таким же, из такого же онлайн-мира, как и в каком-нибудь там ММО-РПГ, типа в какой-нибудь игре, как бы, вот в чем дело. Это вот на самом деле для меня, вот, наверное, главная задача и смысл вообще моей живописи, именно как бы соединить два вот этих мира, разрозненных, в которых я жил и живу. Ну, с чем вот мне очень нравится, и я сравниваю, это, наверное, с малявиным вот этим вихрем. Хочется тоже при помощи вот этих всех паттернов и каких-то новых символов современности добиться именно такого же вот этого вихря. Плохо, хорошо, какие-то моральные принципы и так далее, это на самом деле типа не мое, и поэтому я вот стараюсь просто как бы именно быть таким зеркалом. Вообще сама по себе коллекция — это именно получился сплав такого какого-то совершенно ремесленного и в то же время вот этой веб-панк-культуры, культуры интернета, соцсетей, и в то же время совершенно такие традиционные приемы, как вот футболка с графикой. Если говорить о самих сюжетах и что там изображено, то это на самом деле, наверное, самые такие традиционные темы о любви, каких-то переживаний и так далее. Ну, то есть то, что остается неизменно многие там тысячелетия. Например, одна из представленных в коллекции футболка, там, где парень целуется, обнимается с лебедем. Ну, наверное, все знают этот миф про бога-громовержца Зевса, который перевоплотился в лебедя, чтобы переспать с дочкой царя Леды. Здесь же у нас дочка заменена таким прекрасным юношей, то есть это вот новый, наверное, сюжет, именно взят с этим мифом, хотя за основу тоже взята любовь. Когда я начинаю работать над выставкой, то я не задумываюсь, кто будет моим зрителем, потому что, в принципе, вообще искусство нужно тому человеку, который это делает. Поэтому я стараюсь не запариваться насчет там, кто это посмотрит. Там. Мне главное, чтобы то, что мне нравилось, оно происходило. Например, как на последней выставке, где я позвал габеров, которые станцевали на фоне как бы вот этого большого фонтана. Ну, для меня важно было вот именно вот это смешение, чтобы на фоне этой живописи вот эта вся габа исполнилась, которая стала, опять же, снова почему-то такой актуальной в России. Посмотрим, может быть, пройдет какое-то время, изменится настроение, этот весь вихрь сменится, и начну писать что-то другое или еще что-то. То есть я, наоборот, к этому очень открыт, такой как маятник, и пытаюсь через себя все провести, впитать и именно выдать на холсте, на картине.